Хотел давно записать это видео, поделиться опытом, как бросил курить. 20 лет курил, с 14 лет. Попыток было много бросить курить. Так предысторию расскажу. Семья обычная. Старший брат курил, отец курил. Помню первые сигареты, которые я покурил, это был черный Петр Первый. Кстати, пишите в комментариях, какие вы сигареты первые попробовали, какой у вас стаж, или бросили курить, как себя чувствуете сейчас, как вообще жизнь сложилась после бросания, либо есть желание бросить. Все курили, все в школе курили, девчонки, пацаны. Это было круто в то время, я так думал. Не курили единицы. Помню 18 лет, когда мне исполнилось, я просто при родителях закурил. Они, видать, догадывались. Как-то ничего и не сказали такого. Когда работал в банке, с женой познакомился. Она тоже курила. В принципе, в то время, мне кажется, все банковские работники курили. Первая попытка была забавная. На даче у родителей, то есть старший брат, я, отец, стояли, курили, и в один момент почему-то решили, что нам всем втроем надо бросить курить одновременно. Нас с братом хватило буквально дня на 2, на 3. Но отец как сказал, так и сделал. То есть он до сих пор не курит. У него стаж лет 30-35 точно был. Отец над нами, конечно, постоянно глумился, что он слово пацана сдержал, а мы слабаки. Потом в какой-то момент начало подводить чуть-чуть здоровье. То есть началась отдышка. У меня мама астматик. Думали, что у меня тоже астма. Ходил по врачам. Врачи ставили диагноз, что я астматик. Прописывали таблетки от аллергии пить каждый день. Сальбутамол пшикать, когда приступы так называемые были. Были все варианты. И сигареты, и айкос, и вейпы. Было все. На здоровье это никак не отражалось. Просто покупались новые гаджеты для курения. В один момент решил, что пора завязывать, что пацаны растут, чтобы они курили, я точно не хотел бы. Купил таблетки Табекс, пропил половину их, решил, что мне это не помогло, забросил эти таблетки. Где-то через, наверное, год старший брат у меня попросил эти таблетки. То есть тоже пришел к выводу, что курение это плохо. У него тоже родилась дочка. Я ему эти таблетки отдал, и он взял и бросил. То есть, он говорит, что таблетки ему помогли. Шел месяц, я тоже решил, я решил взять и перетерпеть. Месяц был сложный, который я терпел. Я и нервничал, и, как говорится, без кружечки кофе и сигареты в туалет не сходишь. И нервничал. Благо, жена поддерживала. Она, соответственно, если я не курил, она тоже. То есть мы вместе боролись с этим. И в один прекрасный момент, наверное, где-то месяца через 2, тяга просто ушла. Люди говорят, что появляется очень много времени. Спустя 5 лет этого времени как не хватало, так и не хватает. Вам точно скажу, что время очень быстро идет. Первый месяц всей душой ненавидел людей, которые курят. У нас на работе места для курения не было, и там люди чуть ли не в коридоре курили. То есть они меня раздражали, я постоянно им делал замечания, что извините, но тут есть и не курящие сотрудники. Почему мы должны дышать вашим дерьмом? И все в такой манере.
Но со временем это прошло. Сейчас закурил бы я? Нет. Чувствую себя хорошо. Отдышки нет. Нет никаких таблеток. Ну, в силу возраста, может, давление поднимается. Но это, я считаю, из-за веса. 115 килограмм надо сбрасывать. Десятку как минимум. Никотин не успокаивает нервы. Он притупляет сознание. Подписывайтесь, ставьте лайки, напишите в комментарии,